В мире природы часто случаются удивительные вещи. Порой они не поддаются никакому логическому объяснению. Трогательная история кошки и тигренка произошла в небольшой деревне в горах. Мужчина по имени Давид, который всегда любил животных, наткнулся на двух брошенных малышей. Оставить их в беде он просто не смог. Неожиданно кошка Давида стала приемной мамой этим тигрятам. Спустя несколько лет она встретилась с выросшими детьми. Что же произошло дальше и как отреагировали животные, расскажем далее. Главный герой этой истории – Давид, биолог и специалист по сохранению природы. Всю свою жизнь он занимается работой с дикими животными и изучает естественную среду их обитания. Живет он в небольшом домике около гор вместе с семьей, так что столкновение с дикими животными для него уже не в новинку. Ему всегда нравилось наблюдать за природой и повадками зверей. Жена и ребенок Давида разделили дело всей его жизни. Была в семье и всеобщая любимица, черная кошка Бонни. У нее приятный и ласковый характер, и она с любовью относится ко всем домочадцам, особенно к самому младшему. Однажды летним днем Давид решил провести время с женой и ребенком на природе. Все они собрались посетить ближайший лес. Идея так отдохнуть понравилась абсолютно всем. Во время прогулки Давид увидел, как в траве что-то странно шевелится. Подобравшись ближе, он увидел, что там лежат два тигренка, совсем крохотных и явно голодных. Малыши явно давно ничего не ели, потому что у них буквально торчали кости. Матери рядом нигде не было, а сами тигрят оказались напуганными. Давид не смог оставить их в беде, ведь без помощи они точно скоро погибли бы. Жена и ребенок поддержали его в этом решении. Мужчина подобрал тигрят и понес их домой, так как бросать их в лесу было нельзя. Было сразу ясно, что заботиться о таких необычных питомцах будет непросто. Но семья Давида ничего не боялась. С этого и началась эта невероятная и трогательная история. Дома Давид убедился в том, что тигрята и впрямь были очень голодны. Он накормил и напоил их. Удивительно, что малыши сразу поняли, кто их спаситель. Они прибились поближе к мужчине и не хотели от него отлипать. Но им нужна была и материнская забота, а человек такого дать не мог. К счастью, кошка Бонни не испугалась неожиданных родительских обязанностей. Удачно сложилось еще и то, что она недавно родила. Давид отдал тигрят Бонни в надежде, что она примет их. И она действительно не отвергла малышей, а отнеслась к ним очень спокойно. Сначала, конечно, была немного настороженной, но поняла, что никакой угрозы от них нет. Бонни даже заинтересовалась тигрятами, одновременно и похожими, и не похожими на нее саму и ее детей. Кошка стала отличной мамой приемным малышам. Она учила их всему, как ходить, играть, ухаживать за собой. Защищала от обидчиков и опасностей, хотя они и сами способны были дать отпор. Удивительным образом между обычной кошкой и тигрятами сложились очень теплые отношения. Давид никогда не видел подобного. Такое ощущение, словно эти животные всегда были вместе одной семьей. Даже подрастая, тигрята продолжали относиться к Бонни как к своей маме. По словам самого Давида, благодаря этой истории он узнал больше об истинной любви. Малыши стали для него образцом теплоты и ласки. Вся семья была в восторге от тигрят. Жена и ребенок Давида полностью посвящали себя заботе о животных. Каждый день приносил что-то новое и интересное. Увы, со временем тигрята слишком сильно выросли. Содержать их в домашних условиях стало неудобно и небезопасно. Конечно, семья Давида не хотела расставаться со своими подопечными, но иного выхода просто не существовало. После долгих обсуждений было решено отвезти тигров в зоопарк. Кто-то мог бы подумать, что правильнее было вывести животных на природу и отпустить. Но ведь они выросли в домашних условиях, поэтому не смогли бы приспособиться к дикой среде. В зоопарке же созданы хорошие условия, приближенные к естественным. Очевидно, там им будет лучше, чем в домашней тесноте. Прощаться с тиграми было грустно, но подобное решение лучшее в сложившейся ситуации. Удивительно, но Бонни тоже не могла спокойно отпустить своих малышей. Она перестала есть после их исчезновения, отказывалась играть и будто бы впала в депрессию. Очевидно, ей не хватало тигрят. Со временем атмосфера в доме Давида переменилась. Если раньше тигры нарушали спокойствие и вечно баловались, то сейчас стало спокойно и тихо.
Только в этом всегда чувствовалась пустота и грусть. Вся семья скучала по своим питомцам, несмотря на понимание, что дальше содержать их не получилось бы. Спустя несколько лет Давид решил, что хочет проведать своих бывших подопечных в зоопарке. Несмотря на то, что прошло много времени, он все еще скучал по ним, ровно как и его жена с ребенком. Старался, конечно, меньше думать о тигрятах, но пустота в сердце все равно не давала забыть. Словно чего-то не хватало в доме, что-то было неправильно. Некоторое время ушло на организацию поездки. Давид непременно хотел взять с собой не только жену с ребенком, но и Бонни. К счастью, уладить формальности удалось относительно быстро. И все равно волнение было очень сильным. Вдруг затея вообще обернется провалом. По приезду в зоопарк Давид задавался вопросом, узнают ли его тигрята, насколько они выросли за эти несколько лет. Вероятно, они сильно поменялись, стали огромными мощными кошками. Да еще и наверняка нахватались каких-то диких повадок от своих сородичей, с которыми их поселили. Не измениться они просто не могли. Давид прошел в ту часть зоопарка, где жили тигры. Там он увидел своих бывших подопечных и сразу их узнал. Они действительно сильно выросли, но взгляды остались все теми же ласковыми и задорными. Мужчина взял на руки Бонни, чтобы она посмотрела на своих приемных детей. Момент оказался правда трогательным. Когда кошка увидела тигрят, она разволновалась и начала мяукать, пытаясь пробраться в клетку. Она не отрывала от них взгляда, словно пытаясь им сказать, что вернулась к ним. Удивительно, но тигры тоже узнали Бонни, они стали радостно прыгать и ворчать. Очевидно, что материнская любовь не забывается даже спустя годы. Она остается, невзирая на расстояние, время и различия в видах. По словам Давида, этот момент тронул мужчину до слез. Конечно, пустить Бонни поиграть со своими приемными детьми не получилось, но он рад, что они смогли увидеться. Реакция животных показала, что они узнали друг друга. Да и бывший хозяин тоже остался в их памяти. Доброта остается как в сердцах людей, так и зверей. Поэтому не стоит проходить мимо тех, кому нужна помощь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.